Комарович Лайф представляет документальный фильм телеканала НРК. Сундби против целого мира, фильм третий, яркое приближение. Это катастрофа. Причина в плохой форме. Или не идеально катили лыжи. Завтра ответим. Но это было слабое выступление. Быть плохим гораздо престижнее. Люди намного лучше относятся, если ты плохой. Глеба идет впереди Мартина. Йенс тогда Сундби прямо на старте. Папа так плохо делает. На пути к чемпионату много испытаний. Переживаний за Мартина и его семью. По мере приближения к цели. Подтвердить звание действующего чемпиона мира. Преодолеть отчаяние. Теперь до чемпионата мира осталось 90 дней. Мартин Сундби против целого мира. Фильм третий. Яркое приближение. Как такое возможно? Что он собирается со всем этим делать? С духами? Он брызгается духами перед тренировками. Измеритель лактата, он понятия не имеет, где он. А еще чемпион называется. Может, измеряет размер ноги. Он может установить линейку как по горизонтали и по вертикали в поиске результата. Немного ботинок 47 размера. При том, что у Мартина 39. Как такое возможно? Быть лучшим в мире и жить в таком бардаке. Мотивирует быть сильным. В его беспорядке есть кнопка включения и выключения. Как только он садится в машину после тренировок, он берет бутылки и гель, обклеивает бумагой. Нет измерителя лактата, но есть коробка для смазки. Делает вид, что смазывает лыжи. Он никогда не смазывал. Бутылку кетчупа важно иметь с пассажирской стороны. Если вдруг захочется, прижать кетчуп прямо к лицу. Он этого не видел. И тут... Рисланд, пластина Млечный Путь. Что здесь происходит? Хорошее и смешанное. Хорошее и смешанное. Хорошее и смешанное. Шьет 2 недели, поэтому он вырезал все хорошее. Потом он сидит в машине и жует, жалея себя. Я заслуживаю веселья. Я довольно несправедлив по отношению к себе. Большую часть дня. Если я этого не сделаю и не получу какую-либо награду за проделанную работу, то становлюсь сварливым. Он говорит, я собираюсь похудеть. И что мы видим? Это старый прием. Такое теперь не работает. Теперь надо встать и толкаться. Я обсуждал это со многими. Мой брат считает, что я плохо питаюсь. В межсезонье он хорошо ест. Вредную пищу, впрочем, тоже употребляет. Ничего страшного, поскольку тогда он получает небольшой избыток калорий. Но к сезону, я думаю, он придет в норму. Но ты и нашел, не увидел, лакричник, лежавший под кофейной чашкой. А у тебя есть лакрица? Сохранил на случай чрезвычайных ситуаций. Фу, под чашкой кофе. Я имел в виду, что с моими тренировками. Послабления, которые я делаю для себя летом, становятся недостаточными. В период интенсивных тренировок и соревнований я становлюсь немного тощим, а потом выгляжу пухлым. С мая по сентябрь. Это не так уж ужасно. Начать читать рэп. Вот где оно сократилось в прошлом году. Потому что, когда я сейчас спускаюсь, это нужно делать с умом. Тогда килограммы. Они должны уйти. Я вешу 67 килограммов и должен сбросить вес до 59 килограммов. Мне нужно сбросить 8 килограмм. Сколько? Мне на это потребуется времени. Недели 2. В остальном лучшие виды спорта не гармонируют с повседневной жизнью. Нужно соблюдать баланс. Баланс между оптимальным состоянием и пограничным. Как ты справляешься?
Я снижаю суточную дозу. Чипсы Маруда тортильи. Булочки с изюмом фри и смил и X. И пол-литра Фриденланд. Нет. Я должен это иметь. Я никогда не буду сильфом. Но это форма драйва. Ты сбрасываешь 500 калорий в день. Выходит по фунту в неделю. Не слушайте тех, кто верит. Они не знают, о чем говорят. Тем, кто никогда не тренировался более 2 часов. И не знают, что такое лучшие виды спорта. Их мнение нужно игнорировать. Нужно быть в мировой элите, чтобы произнести четверть грамма. Об оптимизации веса в кардио. Если нет, то я не слушаю, да. Он считает себя врачом и физиотерапевтом. И ведет себя так, будто прочел все то, что прочел я. Он изображает себя таким солидным. Я не могу больше тебя слушать. Ешь творог, овсянку, скир. Я могу выполнить только треть от того, что ты от меня требуешь. Немного более контролируемый подход. Таков был подход. Но, Мартин, суть в том, что если бы я справился с этим, я не смог бы продолжать дальше. Врач, разнорабочий, профессор, электрик. Кем он там еще не является? Астронавт? Самая глупая вещь, которую я знаю, люди, которые должны давать советы по диете. Не понимая того, что значит выступать на мировом уровне. Моя диета по шкале от 1 до 10 тянет на 5-6 баллов. Я пытался доводить до 10. Чувствую тревогу и испытывая бессонницу. Стал только скучнее, требовательнее к себе. И не мог сосредоточиться на главном. Представь, когда в машине есть такой. Все прошло хорошо. Здесь больше. Но мне там не нравится. Понимаю. Мы могли бы остаться в гостиничном номере. И он ел свой ужин с творогом, крупами и овсянкой. Так что я съел пакет Candy King. Когда я выиграл Тур де Ски, я съел невероятное количество Харибо. Теперь он исполняет мечту. Он побеждает. Да, он побеждает. Мартин Йонстад Сундбю, первый норвежский лыжник, выигравший тур. Только с 8-го раза победила Норвегия. И это был Сундбю. Потом он снова выиграл, а затем он снова побеждает в этом году. Экскурсионное путешествие. Это просто потому, что в этой ситуации одна победа ничего не значит, когда одерживаешь победы в течение 10 дней. Или перец, или огурцы. Брокколи не делает меня быстрее на спуске. Но Харибоян увеличивает потребление сахара. Я должен подумать еще раз, когда я закончу. Но я спокоен за то, как я планирую завершить этот год. Но диету нужно ужесточить. Ближе к сезону это очевидно. Национальная сборная в полном составе. Это будет весело. Мне пришлось уступить. Я использую то, что у меня есть. До этого момента я смотрел только инстаграм-ролики со стадиона. Выглядело все нормально. Будет интересно увидеть. Похоже, что он не выспался прошлой ночью. Одно дело встречаться поодиночке, но встреча со всей бандой — это совсем другое. Мне было намного веселее в этом году, чем последние 8 лет со сборной. Приятно, что здесь есть трава, и мне не придется выходить в поле. Будет интересно посмотреть, каков он в деле. Я его еще не видел. Теперь больше радости. Связано с упражнениями. Быть на сборе, контролировать план, иметь контроль.
Путешествовать с теми, с кем хочешь путешествовать. Выбирать время поездки. Это небольшое путешествие. Это был особенный год. Мы встречались довольно много. Я часто встречаюсь с ним в Осло, так что я знаю, что он тренировался. Я этого не боюсь. И это хорошо. Он едет на чемпионат мира. А потом он должен тренироваться. У меня хорошие отношения с Эриком. Это очень профессионально. Он невероятно профессиональный парень. Умеет принимать рациональные решения. В то же время он занимается оценкой готовности спортсменов. В дистанционных гонках на чемпионате. На всех дистанциях квота в 5 мест. Именно Эрик формирует составы команд. Важно, чтобы он думал, что я достаточно хорош. Я квалифицирован на одну гонку, но не на 2 других. Для него это большое преимущество. Иметь распорядок, который у него есть, и понимать, что он собирается уйти. Быть в команде – это преимущество, но такого не было с 2010 года. Что кто-то говорил с командой. В старые времена это работало. В порядке. 3+3 круга. Твердое дыхание. Ничего сложного. Так не должно быть. Я слишком много тренируюсь с хорошими лыжниками. Я испытываю стресс. И испытываю потребность. В помощи в ходе тренировки. На старт. Внимание, марш. Это спорт на выносливость. И выносливость развивается с годами. Быть немного старше – это преимущество, когда он начинает спускаться. Сколько лет Мартину? 36. 36 дней. Простите. В беговых лыжах много несправедливости. К сожалению, не всегда самые быстрые спортсмены могут представлять Норвегию. Вы должны быть частью системы и приближенными, частью внутреннего ядра, чего-либо. Как молодой спортсмен, который не является частью внутреннего ядра, группы друзей, которые общаются вместе 4 раза в неделю. Когда ты являешься самым быстрым и не допускаешь спада результатов, ты хочешь и заслуживаешь поехать. Это будет огромная проблема. Это постоянная проблема в Норвегии. Так много талантливых лыжников, которые быстро катаются на лыжах, и которые достойны поехать на чемпионат мира. Тогда возрастные спортсмены должны уйти, потому что они были быстрыми в прошлом. Я был тем парнем. В прошлом году я был только 33-м в бытествовании. И словил кризис на следующий день. А на следующей неделе мне предстояло проехать еще 3 гонки венчурного капитала. Так работает система. Но есть еще одна, которая прошла фантастически. На бейта, которого не пускают. Эй, Мартин, пойдем, Мартин. Однажды я был в таком положении. Я был достаточно хорош, но не получил приглашение в команду, чтобы представлять Норвегию на чемпионате мира. В этом случае спортсмен сердится и разочаровывается. Я испытывал именно эти чувства. В тот момент мне нужно было избавиться от разочарования. Ич Скинстад формировал тогда команды, а тренером сборной был Мартен Дюпвик. Было несколько дней. Я вышел в гараж, написал на боксерских мешках их имена и дал выход своей агрессии. Спасибо за доверие. Пожалуйста. Прямо из духовки. Улыбающийся счастливый говорит, что я должен присоединиться. На самом деле это была дерьмовая тренировка. Было поздно, и стало нравиться. Не так уж и много.
Вы спрашиваете, почему я должен победить их этой зимой? Потому что я никогда не провожу такие тренировки. Поэтому я могу их уделать. Я, наверное, изнуряю свое тело. Больше, чем большинство. Но я понимаю, что могу. Чувствовать себя дерьмово в течение 3 недель и так хорошо. Я думаю, другие спортсмены более зависимы от своего самочувствия. Там у меня, наверное, есть внутренние силы, на которые я рассчитываю. Чувство, которое придает мне уверенности в том, что моя спортивная форма растет. I say a whole lot of things, but the words doesn't really come through. I do a whole lot of things that are wrong, and I know that I do. But my head is spinning overload, below, 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 below. Overload, below, 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 below. You got your opinion, but you don't know my past. You don't know my reason. You don't know the half. Ты сегодня перс. Тебе придется забрать мои волосы. Что, если я не хочу? Нет, ладно. Блин, это будет захватывающе. Прекрасно. Если время больше 5 минут, а он еще бежит по дорожке. Потом волосы сразу рвутся. Говорит Иверсен. Тогда заткнись. Я должен выжать все соки, как и из лимона здесь. Прекрасно. Ну давай же. Тогда иди на работу. О, лакта! Да. Он должен иметь возможность все время выплескивать на меня свою злость, до тех пор, пока это приносит ему пользу. Никакого рукопожатия. Я думал, ты имел в виду ножницы. У меня не будет ножниц. Я не проглочу столько оскорблений. Он начинает мириться. Если мы даже спорим, я знаю, что уважение все равно присутствует. Это важно, когда я брат, тренер и лучший друг. Файн, задница. Но тогда это было хорошо. Нажимаем с 20 секундами. Теперь он напуган. Ты это видишь? Ты похудеешь. Я был красавчиком почти 3 года. Я бы не стал этого делать. Я в лесной куртке, чтобы я мог в последний раз распустить волосы с опилками. Блин, тогда. Где заказывал? Адам и Ева. Когда это было популярным? В 1998. Теперь он еще и специалист по парикмахерскому искусству. На голове не должно быть волос. Он специалист во всем. Я мечтал о возможности пойти к Адаму и Еве в течение 15 лет. Представьте, что вы можете записаться только на прием и избавиться от волос. Меня легендарно. Ты будешь тянуть волосы или сядешь наконец подстригаться. Мне просто нужно это принять. Ты готов? Не уверен. Какие? Черт, жесткие вещи. Я должен простричь толстый слой. Черт. Тут еще осталась копна. Может, сравняемся? Чтобы моя голова выглядела круглой, как луна. Тогда это тоже не будет выглядеть глупо. Многое из того, что случилось в субботу до половины 10-го. Последняя суббота октября. 3 недели. Очень рад.
Я не думаю, что хапа многие едят. По крайней мере, мужики, возраст которых перевалил за 35, точно нет. И немногие люди едят хапа с коричневым сыром. Вы слышали о таком? Сейчас я выпью литр кофе. Застегивать спину – это просто. Это выстрел вслепую, чтобы посмотреть, может ли он что-либо сделать. Не нужны эмоции. Я и сам не верю, что это поможет. Может иметь небольшой эффект плацебо, и эффект плацебо реален. Так что я должен этому поспособствовать. Куда ты положил костюм? Повесил здесь. Я в отчаянии. Теперь я рад за своего брата. Вчера ходил с костюмом на 3 часа. Я носил его на тренировке в среду. А потом было тяжко. Я волнуюсь. Я тоже. Немного лучше. Но ты так мало сидел. Я же сказал тебе так часто сидеть. Я не выдерживаю больше 30 секунд. Ты должен сделать намного больше сегодня вечером. Важно добавить шаблон на правую сторону. Найди хороший сайт. Так не будет. Утюку с каждой стороны. Это будет отличная страница для поиска. И небольшой разрез. Но кого это волнует? Сделать шов посреди промежности. Это самое худшее. Я должен немного оторваться и побороться. Я начинаю неделю в бейте, в хорошем самочувствии. Я отдохнул и получил прилив сил. Я знаю, насколько важен бейта. Так что я полон сил, почти как перед чемпионатом. Немного не спортивно. Все заточено на результат. Хорошее настроение. Все было оптимально. Это приготовление на высоком уровне. Внутренняя температура должна быть примерно 55-56 градусов, чтобы получить нужную мягкость и нежность ткани, чтобы они были достаточно мягкими, чтобы получить желаемую посадку. Я в вечной битве с сохранением мизинца. Я хочу закончить свою жизнь с 2 пальцами на ногах. Вот что мы пытаемся поджарить. Лучше подходит. Сегодня готовим, по просьбе ребят, паста с соусом песто и курицей. Завтра прямая квалификация на чемпионат мира в следующие выходные. Я должен бежать безумно быстро. В воскресенье мне тоже нужно безумно постараться. Есть 2 места, за которые нужно побороться. Обычно людям не из сборной сложно их получить. На кону очень многое. За час до начала вы должны будете пройти инструктаж. Не могу ли я немного опоздать? Можно ли мне пройти его сейчас? Он сказал за час до старта. Возьми сейчас парацет и будет стопроцентное всасывание в кровь на начальном этапе. Мартин Йонстед Сунби на старте. На 6 километрах сейчас в лидеры выходит Хоуп. В субботу я стартовал относительно предсказуемо. По крайней мере, я не проигрывал с первых метров дистанции. Я позволил своей спине вработаться. Карстейт Яхаук уступает лыжным. А вот и Мартин Йонстед Сундбю. Давай, папа. Давай. Затем идет Сундбю. Хронометраж показывает, что у него проблемы. Он был 10-м на первой отсечке. Но потом вмешалась погода, которая разрушила мои планы. Лыжи, которые мы выбрали, не предназначались для штормов и метелей.
Это тоже напоминает Оберсдорф. Пару лет назад, когда все пролетало между стенами. Через 6 километров на выезде на стадион. Сломал один шип. Я кричу своему брату, что мне нужно поменять обе палки. Я никогда раньше этого не делал. И ту, и другую. Верно. Прямо здесь. Левую. Ты не затянул ремни. Когда они так нужны. Он не затянул ремни на запасных палках, потому что у нас нет в этом опыта. Раньше он этого не делал. Это выглядело глупо. Он не подумал об этом. Нет плэ. Мартин Йонстад Сундю проигрывает минуту. Чемпион мира дистанционных гонок позволяет Клэву рюкзачить за собой. Папа проигрывает. Смотри, теперь папа бежит. Бедный папа. Он много борется. Осталось чуть-чуть. Папа, помоги мне. Будь первым. Обгони его. Пусть он останется сзади. Дерьмо. А вот и прорыв. А вот и сегодняшний победитель, Микаэль Гуннульфсен. Все говорит за это. И вновь показалось солнце. Те, кто болеют за Гуннульфсена, болеют за золотую рыбку. Мартин Йонстад Сундбю в гонке. Надеюсь, силы еще остались. Он был на 2,5 километрах, а затем исчез. Мне больно. В глубине души, когда я вижу. Я сразу вижу, что что-то идет не так. Это была катастрофа. Причина в плохой форме. Или плохо катили лыжи. Завтра ответим. Он стал 40-м или около того. Печально. Хочу выключить. Выключить. Сегодня настроение чертовски плохое. Идите к черту. Поначалу ты выглядел неплохо. Меня это устраивало. Но чего-то не хватало. Я так далек от лидеров. Нам просто нужно составить план. Я не понимаю. Я не понимаю, что мне делать. Привет, папа. Где ты сейчас находишься? Сижу и немного катаюсь. Ты сейчас во мне разочарован? О, да. Он все понимает. Абсолютно все. Значит, он должен. Он должен знать. Нам надо поговорить. Об этом потому, что он думает, что это странно. Какое место ты в итоге занял? Не было сил проверить список. Все прошло очень плохо. Они хвалят Гудмульфсена. Гудмульфсен выиграл. Мне надоело говорить Гудмульфсен. Вместо Гудмульфсен я сказал золотая рыбка. Это была золотая рыбка. Да? В маленьком теле есть невероятное количество эмоций, очень долгое ожидание и переживание за меня. Прежде чем я побегу, он должен спросить, важно ли это. Это важная лыжная гонка. Будут ли медали? Затем он успокаивается, если это не так. Вы не должны так разочаровываться. У меня так сильно болела О, спина. отец, это было нехорошо. Я не понимаю, что мне делать. Я думал, что все кончено. Есть проблемы с мышцами. Я не могу использовать их как следует. Я не могу бежать так, как хочу. Потому что больно. Это нехорошо. Я попробую еще раз завтра. Я могу только изо всех сил.
Мартин Йонстад Сунду, человек, который выиграл чемпионат мира, брал золото Кубка мира и Тур де Ски, впервые выступает вне состава сборной. Вчера случился провал. Сегодня он должен бежать очень быстро. Это нужно в первую очередь, чтобы попасть в квоту. Для участия в скиатлоне Хорошо ли на он 30 тогда километров. поступил? Будет Дальше ли он многое счастлив попасть в предстоит. состав Действующий эстафеты? чемпион в разделке на 15 километров. В воскресенье катание будет хорошо. Затем тело сказало стоп. Я не восстановился. При проблемах со спиной возникает плохое кровообращение в ногах. Ноги были полностью забиты с первых метров. Это не Сундбю в его лучшие годы. Это не естественные движения рук. Похоже, у него затекла спина. Нет мощного отталкивания палками. Это не то, что хотелось бы видеть. Будем надеяться, что он не специально так делает. Совершенно не узнаю Мартина в схватке с соперником. В своей лучшей форме он абсолютно непобедим. Мы встанем, ДНФ не закончил. Потом сломался. Я пытался связаться с Сунду, но он скрывается. Может, он не попал в команду на этап рука. Да, Мартину, наверное, нужно больше времени. Он поедет на чемпионат мира, чтобы защитить титул. И я думаю, мы увидим там обновленного Мартина. Это было ожидаемо. Да. Нет, это просто упадок. Телу будет больно. Я напрягаюсь, ноги сковывают. Я просто не работаю. Мне немного жаль. Очень много эмоций, хотя мне 36. И это всего лишь бета Спринтен 2020. Будет много эмоций. Еще не созрел, чтобы отодвинуть его за 3 минуты. Это своего рода препятствие для карьеры. Мы говорим, потенциал. Затем нужно время, чтобы это проверить. Я не думал, что это будет так плохо. Не то, чтобы это было так больно. И это. Меня немного смущает. Я чувствую это. Это не катастрофа, просто это потенциально. Это невозможно. Больше соревноваться на высшем уровне. Я постараюсь этим справиться. У меня это хорошо получается. Шокирующе хорошо. Быть таким же старым, как я. Это не изменить. И меня это тоже немного раздражает. Но я смирился. Что есть, то есть. Я не воспринимаю это всерьез. Это ужасно. Но он в звездной форме. Он выполняет свои лучшие тренировки. Получил свой лучший шанс на отборе 3 дня. После бейта. Настроен как никогда раньше. Это еще больше расстраивает. Но если мы решим проблему, Мартин идет быстро. Фильм переведен и озвучен на канале Комарович Лайф в 2021 году.